Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем следующую новостную неделю по таким играм, как Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Сегодня мы рады выпустить новую серию, нашей серии Saints Row. Присоединитесь к нам в Стамбуле, Турция, поскольку нам представили особые возможности смотреть самосвал Тирсан с АКС, который был воссоздан и включен в наш комплект принципов Тирсан для Euro Truck Simulator 2. Присоединяйтесь к Сельчуку, он же Сисил, нашему техническому художнику по дизайну транспортных средств СВР, и Юлькину Наджету Белину, руководителю отдела управления продуктами в Тирсан Трейлерс, когда они приведут вас по самосвалу Тирсан с гидом и обсудят дизайн, разработку особенностей этого прицепа. Мы гарантируем, что вы узнаете что-то новое об этом лидере отрасли. Пожалуйста, обратите внимание, что этот эпизод был снят на турецком языке, чтобы обеспечить более естественную беглую беседу, что субтитры на английском языке доступны при нажатии на значок закрытого субтитра, расположенный справа от шестеренки настройки и проигрывателя YouTube. Ссылочка на данный видеоролик будет располагаться в правом верхнем углу экрана. Мы очень благодарны команде Тирсан за разрешение снять это видео и поделиться им с вами, а также за их гостеприимство во время нашего визита. Мы надеемся, что вам понравился этот специальный эпизод и надеемся выпускать похожие видео в будущем. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на поставьте лайк и оставьте ответ, так как мы будем рады услышать ваши комментарии. Скоро увидимся в следующем серии, а пока продолжайте возить. Ссылочка на данный DLC будет в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады сообщить вам, что ветка открыта бета-версия 1.51 для American Truck Simulator тебе доступна для тестирования. Если вы планируете участвовать в этом открытом бета-тестировании, мы просим вас помочь нам, сообщая о любых ошибках, с которыми вы можете столкнуться в соответствующих разделах наших официальных форумов. Ваши отзывы и отчеты чрезвычайно ценны для нашей команды, и мы заранее благодарим вас за то, что нашли время помочь нам. Итак, без лишних слов, давайте посмотреть, что приготовили открытая бета-версия 1.51. Один из первых и наиболее заметных изменений, с которым вы столкнетесь в этом обновлении, является полный редизайн нашего титульного экрана, сохранение наших недавних доработок пользовательского интерфейса. Мы хотели бы, чтобы дизайн был простым для навигации и понимания всеми игроками. Прежде всего, это из основных отличий, которые вы заметите в новом титульном экране. Это изображение грузовиков в центре экрана. Слева вы найдете меню, которое обеспечивает легкий доступ к наиболее важным функциям игры, такие как опции и другие подмены, такие как DLC, ранее DLC Brothers и менеджер модов, рядом с которым может отображаться количество активных модов, если они у вас установлены. Чтобы получить доступ к менеджеру своего профиля, просто щелкните виджет своего профиля, расположенный в правом верхнем углу экрана меню. Функционально мы также сделали навигацию более удобно с помощью геймпада или рулевого колеса, что позволяет меньше времени тянуться к клавиатуре с момента запуска ETS2 или ATS. Этот дизайн также оставляет нам пространство для внесения настроек и изменений там, где это необходимо, а также дополнения в будущем. Мы хотели бы поблагодарить сообщество за отзыв о первой версии этого титульного экрана, которая была предоставлена в недавнем блоге. Мы с нетерпением ждем ваших комментариев под этой версией во время открытого бета-тестирования 1.51. В обновлении 1.50 мы предоставили функцию динамической загрузки и разгрузки для пользовательских сельскохозяйственных складов Небраски DLC с использованием прицепов бункеров для зерна. Теперь мы рады сообщить, что в обновлении 1.51 для American Truck Simulator мы собираемся добавить больше анимированных вариантов погрузки, а также склады, где игроки столкнутся с этой функцией. Дальнобойщики, осуществляющие доставку собственными прицепами бункерами для зерна, будут испытывать динамическую погрузку и разгрузку при перевозке кукурузы, сои, зерновых, сахарной свеклы, гранулированных кормов для животных, картофеля или семян хлопка не только в Небраске, но и на специальных складах, указанных в дополнении Канзас. Готовящиеся дополнение Арканзаса, а также на сборных складах в American Truck Simulator. Подробнее об этом функции вы можете прочитать в сообществе блоге, который мы недавно выпустили. Мы с нетерпением ждем ваших комментариев. Наше сообщество часто запрашивает недостаточное звено на трассе I-44, поэтому мы рады возможности включить этот новый контент, предоставляющий обновление 1.51 для АТС. В настоящее время в дополнение Оклахома отсутствует средний участок между штатом автомагистрали 44 без Оклахома-Сити. Однако в обновлении 1.51 мы рады, что мы можем добавить этот раздел, соединяющий западную и восточную часть и завершающий I-44 в Оклахоме. Это, конечно же, бесплатное обновление для всех нынешних владельцев дополнения Оклахома.
Однако это еще не все. Один АИ-44 также будет заключать в себя два новых склада, на которые игроки смогут доставлять грузы, мебельные магазины и строительную площадку. Вместе с этим дополнением игроки также получат две новых стоянки для грузовиков на трассе АИ-40. И если вы хотите узнать больше об этих изменениях, ознакомьтесь с недавно выпущенным специальном блоге на эту тему. В соответствии с нашим моделью растительности, наши разработчики карт заменили старые сосны более точными соснами лоболли, произрастающие в Техасе. Сосны лоболли изначально были созданы для дополнения Арканзаса, но также естественным образом произрастают в Техасе для повышения реалистичности и обеспечения более плавного перехода при движении между этими штатами. Дальнобойщики теперь будут сталкиваться с обилиями этих деревьев по всей восточной части Техаса, вдоль дорог, в лесах и городах. Мы надеемся, вы оцените внимание наших команд к деталям, которые возвращаются к ранее выпущенным дополнениям к карте и обновлениях их на основе ваших отзывов, чтобы исправить любые недочеты. Мы рады сообщить, что теперь мы добавили политические вводные части к дополнению Oregon для American Truck Simulator. Эти специальные ролики появляются, когда игрок выбирает начальный город при создании нового профиля. Мы надеемся, что новым игрокам или тем, кто перезапустит новый профиль, понравятся эти новые дополнения, демонстрирующие область, с которой вы решили начать. Мы надеемся, что вам понравилось это дополнение, и мы с нетерпением ждем возможности предоставить его в большом количестве штатов в будущем. Мы объединились с FloorBeef, чтобы расширить возможности при установке FloorBeef from Trucks Every Kit на ряд грузовиков в American Truck Simulator. Теперь у игроков будет возможность устанавливать обтекатели FloorBeef и колпаки, колеса на следующие автомобили. В реальном мире идеальный тягач обеспечивает водителям экономику топлива на дороге. Его можно найти устанавливаем на тысячи грузовиков по всей территории Соединенных Штатов. Для игроков в American Truck Simulator мы рады предложить это экономическое расширение для вашего виртуального автопарка. Дополнение преимущества является минимизацией турбулентности и улучшением аэродинамики за счет окружающих ведущих колес для лучшего управления воздухом, который движется вокруг трактора во время движения. Мы надеемся, что вам понравится использование в ваших будущих путешествиях в American Truck Simulator. Обязательно поделитесь фотографиями вашего недавно установленного комплекта на наших официальных каналах в социальных сетях. Основным изменением является добавление панели поиска для упрощения навигации по всем категориям настроек. При выполнении поиска совпадение будет отображаться в текущем категории настроек, а разделы, в которых также появляются поисковые запросы, будут выделены. Мы также реорганизовали существующие опции в настройках для большей наглядности. Теперь эти опции разделены на подкатегории в каждом разделе. Кроме того, в нижнем меню добавлены две новые категории: интерфейс и доступность для лучшего распространения. Мы также внесли некоторые изменения, на которых упрощают доступ, когда отдел доходит до изменения фона рабочего стола в ETS и ATS. Теперь вы можете изменить фон меню напрямую, используя ярлык из главного меню. Или в качестве альтернативы вы можете получить доступ к той же опции через раздел интерфейса в наших настройках. Однако это еще не все. Теперь мы также сделали возможность предварительный просмотр ваших фоновых изображений перед их изменениями. Просто нажатие на выбранный вами фон в карусели, и вам будет предоставлен краткий предварительный просмотр того, как он будет выглядеть, прежде чем подтвердить свой выбор. Игроки также будут уведомлены через небольшой виджет в главном меню, если он не получит новую опцию фона рабочего стола в качестве наград за события или обновления. Нажав на это, вы также перейдете к новым настройкам, которые реализованы в этом обновлении. Так что наслаждайтесь всеми новыми дополнениями, но, пожалуйста, помните, это всего лишь открытая бета-версия, а не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или зависанием. Ничего страшного, если вы хотите дождаться финального релиза, но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам добиться этого быстрее, мы будем признательны за всеми вашими отзывами на нашем форуме и сообщением об ошибках в этом разделе. Пожалуйста, знакомьтесь с нашим вики по моддингу, чтобы получить неподробную информацию, касающуюся модов для игры. American Truck Simulator, еще один блок с предстоящим дополнением Arkansas для... Приготовьтесь исследовать новые и переработанные отрасли промышленности по мере того, как мы будем все глубже погружаться в естественное состояние. Дальнобойщики, осуществляющие доставку в Арканзас, столкнутся с двумя новыми типами складов, а также с некоторыми переработанными, так что давайте посмотрим. Недалеко от города Эльдорадо игроки наткнутся на единственный в штате бромный завод. В этом районе Арканзаса необычный высокий уровень содержания этого химического элемента, что делает штат ответственным за 40% мировых поставок брома.
мы не смогли оставить без внимания национальный аэропорт Билла и Хиллари Клинтон в столице Литл Роки. Наши фотографы тщательно воссоздали это хранилище, чтобы они соответствовали реальному аналогу, как мы обычно делаем. У нас также было несколько старых складов, которые использовались в наших предыдущих дополнениях к карте, но эти отрасли настолько важны для Арканзаса, что мы приняли решение воссоздать для них новые модели и придать им свежий вид. Дальнобойщики, осуществляющие перевозку в естественном состоянии или из него во время своих поездок, столкнутся с двумя лесопильными заводами, один в Эльдорадо, а другим далеко от Сарканы, поскольку большая часть Арканзаса покрыта лесами, леспромышленный комплекс играет важную роль в этом штате, что мы хотели бы отразить в игре. Наряду с этим знаменитым направлением является бумажная промышленность. В этом дополнении к карте вы будете доставлять товары на две бумажных фабрики. Одну недалеко от Саркана, а другую в Эльдорадо. Еще один товар, который действительно важен для экономики Арканзаса, является сталь. Округ Миссисипи в штате Натур является крупнейшим производителем этого металла в США, и река Миссисипи играет большую роль в его распределении. Именно поэтому мы также создали совершенно новый склад металлоконструкций. Мы уверены, что вы уже с нетерпением ждете возможность поучаствовать в этом потрясающем расширении карты, а пока обязательно добавьте в дополнение Арканзас в свой список пожеланий Steam. Не забывайте следить за обновлениями и разработкой этого DLC и другими новостями, связанными с АТС. Подписывайтесь на нас в наших Twitter, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Ссылочка на данный DLC будет в описании данного видеоролика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Сегодня мы рады сообщить вам, что ветка открытка бета-версии 1.51 для Euro Truck Simulator 2 теперь доступна для тестирования. Если вы планируете участвовать в этом открытом бета-тестировании, мы просим вас помочь нам, сообщая об любых ошибках, с которыми вы можете столкнуться в соответствующих разделах наших официальных форумов. Ваши отзывы и отчеты чрезвычайно ценны для нашей команды, и мы заранее благодарим вас за то, что нашли время помочь нам. Итак, без лишних слов, давайте посмотрим, что приготовила открытая бета-версия 1.51. Один из первых наиболее заметных изменений, с которым вы столкнетесь в этом обновлении, является полный редизайн нашего титульного экрана. Сохранение нашего недавнего доработок пользовательского интерфейса. Мы хотели бы, чтобы дизайн был простым для навигации и понимаемым всеми игроками. Прежде всего, это один из основных отличий, которого вы заметите в новом титульном экране. Это изображение грузовика в центре экрана. Слева найдете меню, которое обеспечит легкий доступ к наиболее важным функциям игры, таким как опции и другие подмены, такие как DLC и менеджер модов, рядом с которыми отображаются количество активных модов, если они у вас установлены. Чтобы получить доступ к менеджеру своего профиля, просто щелкните в виджет своего профиля, расположенного в правом верхнем углу экрана меню. Функционально мы также сделали навигацию более удобной с помощью геймпада или рулевого колеса, чтобы позволит меньше времени тянуться к клавиатуре с момента запуска ETS 2 или ATS. Этот дизайн также оставляет нам пространство для внесения настроек и изменений там, где это необходимо, а также дополнения в будущем. Мы хотели бы поблагодарить сообщество за отзыв о первой версии этого титульного экрана, которая была представлена в этом недавнем блоге. Мы с нетерпением ждем ваших комментариев по этой версии во время открытого бета-тестирования 1.51. В рамках нашего текущего проекта по доработке в гигиромании мы рады представить, что города Бремен, Кассель, Оснабрюк и Магдебург были полностью переработаны и включают бесплатно как часть обновления 1.51 для Euro Truck Simulator 2. Игроки, посещающие эти районы, могут рассчитывать на путешествия по новой и улучшенной дорожной сети, оказывающей услуги в точности предоставленных отраслях промышленности. В этом районе открывать и исследовать достопримечательности и много другого. Каждая из этих областей были полностью перестроены с нуля, с использованием новых картографических приемов и технологий. Хотите узнать больше подробностей о каждом городе и их обновлении? Вы можете прочитать все об этом всех изменениях в этих городах в наших отдельных сообщениях, в блогах, которые вы можете найти здесь.
Мы надеемся, что вам понравилось снова открывать для себя эти города. Здесь есть что нас исследовать. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, посмотреть ваши скриншоты и многое другое. Обязательно поделитесь с ними с нами на наших официальных форумах Института СВР или на наших каналах в социальных сетях. В этом обновлении мы немного переработали все игровые приставки для каждого города в дополнении Италии Beta Covers, собственными гаражами с 17 городами в дополнении Италии, 24 дополнения Beta Covers. В общей сложности 41 город получили новые или обновления пользовательских заставок в городах. Основными изменениями является добавление панели поиска для упрощения навигации по всем категориям настроек. При выполнении поиска совпадающие будут отображаться в текущем категории настроек, а разделы, в которых также появляются поисковые запросы, будут выделены. Мы также реорганизовали существующие опции в настройках для большей наглядности. Теперь эти опции разделены на категории. В каждом разделе, кроме того, в нижнем меню добавлены две новых категории: интерфейс и доступность для лучшего распространения. Мы также внесли некоторые изменения, которые упрощают доступ, когда отдел доходит до изменения фона рабочего стола в ETS2 и ATS. Теперь вы можете изменить фон меню напрямую, используя ярлык из главного меню, или в качестве альтернативы вы можете получить доступ к той же опции через раздел интерфейса в наших настройках. Однако это еще не все. Теперь мы также сделали возможность предварительного просмотра ваших фоновых изображений перед их изменением. Просто нажатие на выбранный вами фон в карусели, и вам будет представлен краткий предварительный просмотр того, как он будет выглядеть, прежде чем подтвердить свой выбор. Игроки также будут уведомлены через небольшой виджет в главном меню, если он не получит новую опцию фона рабочего стола в качестве награды за событие или обновление. Нажав на это, вы также перейдете к новым настройкам, которые реализованы в этом обновлении. Так что наслаждайтесь всеми новыми дополнениями, но, пожалуйста, помните, это всего лишь открытая бета-версия, а не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или зависаниями. Ничего страшного, если вы хотите дождаться финальной версии, но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам добиться этого быстрее, мы будем признательны за всеми вашими отзывами на нашем форуме и сообщения об ошибках в этом разделе. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим вики-страницей моддинга, чтобы получить подробную информацию, касающую модов для игры. Сегодня мы отправляемся в Джоплин на грузовиках и проверяем, что этот район может предложить водителям, посещающим этот город, в нашем предстоящем дополнении Миссури для American Truck Simulator. Давайте посмотрим поближе, не так ли? Этот город основан в 1873 году, безусловно, имеет богатую историю открытия цинковых и свинцовых руд. В этом районе принесли городу процветание. С тех пор он продолжает расти. Когда в 1990-х годах рухнули горнодобывающая промышленность, были развиты другие уникальные отрасли, которые наша команда предоставила в этом дополнении, о котором мы расскажем в будущем блоге. Вы не только увидите историю Джоплина, но и сможете покататься по ним, совершать круиз по историческому маршруту 66, который проходит через центр города по главной улице Даунтаун. Здесь вы также найдете знаменитый парк Муравейл Ротель 66, который отдает дань уважения той ностальгической эпохи двумя большими фресками на плитке. Обязательно сделайте снимок экрана красного спортивного автомобиля. Классический эпохи расположен прямо под фресками. В 2011 году Джоплин, к сожалению, пережил крупные разрушительные стихийные бедствия, которые разрушило большую часть города. С тех пор Джоплин восстановили многие здания, жилые дома и дороги, которые были утрачены. Сегодня этот реставрационный проект все еще продолжается. Часть города все еще активно строится и пристраивается. Часть этого проекта можно увидеть в этом дополнении. Здесь еще много интересного, но мы оставляем это вам. Мы теперь не имеем возможности и рассказать больше о дополнении Миссури для American Truck Simulator в ближайшем будущем. Если вам понравилось то, что вы видите, вы можете поддержать нас, добавив Миссури в свой список пожеланий Steam. Большое спасибо всем, кто это уже сделал. Это действительно много значит. До следующего раза продолжайте работать. Ссылочка на Миссури будет в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады поделиться нашим первым сообществом блоге, посвященным одному из многих городов, который будет представлен в нашем предстоящем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. Давайте отправимся в нашем первом месте назначения на север Финляндии. Истервутола в Роване, столицу Лапландии. Этот северный город, наиболее известный как официальный город родин Санта-Клауса, привлекает посетителей со всего мира своим уникальным сочетанием дикой природы и современным удобств. Как один из крупнейших городов Финляндии, приезжающий водителю грузовика есть что исследовать. Водители, посещающие этот город, скорее всего, прибудут по магистрали Е75, которая проходит
проходит прямо через город. Приближаясь к городу с севера к востоку, вы обнаружите пересечение двух величайших рек Оунасойки и Кэмиойки. Обязательно насладитесь видом, проезжающим мимо них. В городе вы найдете также достопримечательности, как научный центр Аркатикум и музей, и, конечно же, деревню Санта-Клауса, которая круглый год служит рождественским аттракционом для всей семьи. Дальнобойщики, конечно же, смогут увидеть и то, и другое во время своих поездок по городу. Знаете ли вы, что в Роване бывает полночное солнце, полноночное солнце, также известно как бессонная ночь или полярный день, является природным явлением, которое наблюдается в местах к северу от полярного круга. Проще говоря, солнце никогда не заходит в период с июня по июль, поскольку Земля вращается под наклоном относительно оси Солнца, а летом Северный полюс повернут к нему под углом. Это также было воспроизведено в этом дополнении, так что вы испытаете это на себе виртуально, независимо от того, где в реальном мире вы находитесь. Водители также найдут множество возможностей для заключения трудовых контрактов на юге города, где расположена промышленная зона. Мы с нетерпением ждем возможность в будущем рассказать больше об уникальных отраслях, представленных в этом дополнении. Мы надеемся, вам понравится просмотр первые из довольно многих превью городов, которые вы найдете в дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. Если вам не терпится заняться грузоперевозками в этом регионе, обязательно добавьте его в список пожеланий Steam. На следующий раз продолжайте заниматься грузоперевозками. Ссылочка на данное дополнение будет в описании данного видеоролика. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Садитесь за руль и прокатитесь с нами. Сегодня мы рады продолжить вам впервые прокатиться за нашими готовящими дополнение Арканзас для American Truck Simulator. На этом задании мы направляемся от стоянок грузовиков в Спрингле к лесопилке, расположенной недалеко от Hot Springs. Готовы ли приступить к работе? Мы надеемся, что вам понравятся достопримечательности, звуки дороги, которые ждут вас в этом первом игровом видео. Хотя основное внимание уделяется виду снаружи грузовика, вы можете обнаружить, что в кабине, в которой вы путешествуете, ощущение немного другое. Мы задаем вопросы, почему это могло быть. Ссылочка на данный видеоролик расположена в правом верхнем углу экрана. В конце вашего путешествия вы не забудьте поставить лайк и прокомментировать, понравится ли вам путешествие по Арканзасу. Мы не можем дождаться, когда вы сами проедете по этим дорогам. Пока, если вам понравилась поездка, обязательно добавьте дополнение Арканзас в свой список пожеланий Steam. Оно действительно поддерживает наш предстоящий релиз. И приветствуем и до встречи в дороге. Напоминаю, ссылочка на Арканзас будет расположена в описании данного видеоролика. Ну что, дорогие друзья, вот такая большая новостная неделя получилась, совмещенная 2 недели прошлое и это. С вами был, как всегда, я, Михаил с канала Paymaker. Не забудьте действие, как сейчас видите на экране, на колокольчики и подписки на канал. Всем пока.